Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас с вами будет еще одна очень интересная работа. У меня на коррекции мастер, которая сама себе делает ногти, делает немножечко по-своему. Кое-какие ошибки мы с ней разобрали во время коррекции. Я ей показала, как их исправить. В общем, эта девочка приезжала ко мне на обучение и записалась на ноготочки. Мы очень здорово с нею поработали. В данном случае мы решили делать полностью перенаращивание, потому что мы хотим сменить полностью форму и хотим добавить очень много длины. Поскольку длину мы будем добавлять, то нам проще поставить бумажные шаблоны и сделать это при помощи форм. В данном случае раскопки на ногтях происходили очень довольно интересно. Здесь у нее было раскопано 500 видов разных материалов. Здесь было и стекловолокно, и базы разных оттенков. Я думала, это отслойка посередине ноготка, оказывается нет, это была молочная база, до которой мы допилились. В общем, весь этот архивный склад материалов было решено выпилить до тоненького слоя, практически до натурального ногтя. Потому что материалы могли повести себя совершенно непредсказуемо, потому что клиентка жаловалась на то, что стекловолокно, которое она сама себе поставила, у нее пластом подходило. Итак, мы сняли почти весь материал. Ну как почти? Мы практически весь материал и поснимали. Если где-то осталось, то даже так, что я сама его не видела. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель, и на этом подготовочка ногтей у нас закончена. Дальше нам нужно будет выставить шаблоны. Бумажный шаблон, он же бумажная форма, подрезается индивидуально под каждый ноготок каждого клиента. Благодаря тому, что бумагу легко резать, благодаря тому, что бумага хорошо режется, мы можем делать выкройки под каждый ноготь. И это правильнее всего. Не бывает в природе универсальных шаблонов, не бывает ни одного шаблона, который бы подходил под все ногти всех клиентов. Итак, мы подставили форму, сделали ее таким образом, чтобы она получилась уже, чем натуральный ноготочек, и накладываем прозрачную подложку. Далее при помощи полигеля выстраиваем язычок удлинения. Язычок удлинения выстраиваем сразу же во весь объем материала. То есть вся высота готового ногтя на этом этапе у нас должна быть выложена. Весь материал, который строит высоту, у нас тоже должен быть на месте. Поскольку материал очень послушный, то мы можем убрать излишки, если вдруг много материала взяли, или донести материал, если вдруг нам его не хватает. В общем, играться с ним можно до бесконечности. После того, как готовы все наши удлинения, переходим к опилу. Как вы знаете, я люблю пилить, я пилю все, пилю всех. Хорошо, что мужа не пилю, хотя и его пилю периодически. А уж яички френчи я пилю каждый раз, когда его делаю. А как хорошо фраза-то звучит, яички френча. Убрали детей от экрана, нечего им тут делать, мы тут шутим. Итак, сделали опил наших удлинений, теперь прокладываем красивый контрастный цвет под бортик, для того, чтобы бортик наш смотрелся интереснее и ярче. В данном случае в контраст мы решили уйти в бордовый оттенок, то есть френчик у нас будет желто-оранжево-красный, а к нему бордовый цвет будет смотреться именно контрастом. Мы нанесли сначала бордовый цвет, потом нанесли красный, перемешали его с бордовым, далее нанесли оранжевый, перемешали его с красным. Это уже два витражных цвета у нас получаются. И после того, как просушили все это безобразие, буквально-таки палкой от кисточки наматываем белый полиматериал. Нам нужно его намотать таким образом, чтобы у нас получились максимально объемные складки. После этого
мы просушиваем белый, конечно же, промазываем прозрачным материалом поверхность нашего френча и на прозрачный материал располагаем блестящие элементы, которые хотим запихнуть в данном случае в аквариум. Это у нас камефубики, какие-то там блесточки, какая-то слюда, в общем, все блестящее, что лежало у меня под руками. А поскольку ассортимент лежащих у меня под руками блестюшек очень большой, то, соответственно, и выбор на ногтях у нас тоже не скромный. Далее мы буквально капелькой перекрываем витражным оранжевым цветом поверхность нашего френча. То есть какие-то блески у нас под витражом, какой-то белый у нас под витражом. Все остальное у нас просто под прозрачным материалом. Это тоже добавит своей глубины и изящества этой работе. После того, как все хорошенечко просохло, переходим к опилу, собираем материал с боков, собираем его в арочку, получаем очень красивый блестящий аквариум. Очень здорово смотрится. Итак, вот такие вот ноготочки у нас получились. Это было конец лета, нам уже хотелось чего-то яркого, оранжевого, сочного, но и в то же время лето отпускать еще не хотелось, поэтому было решено рисовать подсолнухи. Очень красивые, ярко-оранжевые, горячие цветочки, которые будут замечательно смотреться с нашим оранжевым кончиком. Поэтому в мазковой технике вырисовываем подсолнух на наших ноготках. Сначала рисуем первый ярус цветочка, потом добавляем к нему еще один более светлым оттенком, украшаем серединку нашего цветка, получаем вот такой вот очень красивый, интересный, объемный цветочек.
Ну и как обычно, моя любимая прорисовка, потому что прорисовка подчеркивает дизайн, добавляет ему то волшебство, которого ему, может быть, где-то не хватало. Может, где-то что-то немножечко слилось, где-то как-то не очень разделяются между собой лепесточки. Вот при помощи прорисовки мы возвращаем это все на место. У нас подсолнух получается просто восхитительный. Кстати, такой подсолнух мы разбираем на курсе жестовской росписи. Поэтому, если кому-то интересно, у меня есть онлайн-курс мазковой техники росписи. Там мы ставим руку на рисование мазков, там мы прям с самого начала разбираем все нюансы по работе в этой технике. После прохождения данного курса вы умеете рисовать все в мире цветочки, потому что все цветочки строятся по одной логике. И именно логику построения цветочков мы проходим в этом курсе. Поэтому, если вдруг кому-то интересно, ссылочку ищите в описании, как и ссылочку на материал, которым это все делается, потому что материал для жестовской росписи, для росписи вот в такой мазковой технике нужен тоже специализированный, он должен быть достаточно пигментирован. Итак, вот такие вот ногти у нас получились. Очень красивые, очень вкусные, очень интересно смотрятся, блестят нереально. Мы с клиенткой безумно довольны, надеюсь, довольны и вы. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем до новых встреч. Пока!